Привет! В этом видео мы разберем с вами 5 главных элементов, которые, к огромному сожалению, где-то медленнее, где-то быстрее, но неудержимо подталкивают женщину к измене. Это все придумал не я. После реально тысяч часов консультаций, когда работаешь отдельно с мужчиной, отдельно с женщиной, потом сводишь их вместе, работаешь с парой, очень много вещей буквально выкристаллизовываются перед глазами. И я решил именно этим аспектом с вами поделиться, потому что уж слишком часто я вижу, как эти вещи происходят в жизни людей. И я считаю, что имеет смысл учиться прежде всего на опыте других, а не проходить через всю эту боль самому. В чем основные причины подобной проблемы? Их две. Причина первая. Мужчины ошибочно полагают, что более-менее знают женщин и очень серьезно недооценивают и недопонимают, что на самом деле происходит во внутреннем мире женщины. И если они ищут совета в какой-то сложной ситуации, то, как правило, натыкаются либо на незнание людей, либо на политически корректную ложь, которую прежде всего другие женщины им скормят. Когда дело касается незнания, я имею в виду в первую очередь других мужчин. Почему? Потому что они живут в той же самой парадигме. Женщина никогда на самом деле не открывает мужчине то, что происходит у нее внутри. Почему? Вы спросите, да, а почему они лгут? Социальное программирование. И те, и другие, мужчины и женщины, при ответах на определенные вопросы включают, это происходит на полном автопилоте, некоего внутреннего цензора и выдают именно то, что политически корректно и что человек на другом конце провода хочет услышать. Живой пример. К вам подходит женщина, на работе ваша коллега, и спрашивает: скажи, Вась, а это правда? Я вот только что прочитала в женском блоге, что среднестатистический мужчина проводит до 6 часов в день за просмотром порно. Это правда, что все мужчины такие извращенцы? Вы сами понимаете, да, свой ответ. Вариант другой. А это правда, спрашивает ваша партнерша, что все мужчины хотят трио с участием другой женщины? Это правда, что они хотят и 3, и 4, и 5 женщин? И в ее взгляде читается однозначно, что произойдет, если вы скажете правду. О чем здесь разговаривать? Но поймите, да, что когда вы становитесь на другую сторону, становитесь в ее туфельки, там тоже есть масса причин политически корректно наврать. Причина вторая. Женщины настолько серьезно и глубоко находятся в контакте со своим внутренним миром, со своими чувствами, эмоциями, что нам, мужикам, это на самом деле и не снилось даже отдаленно. И масса очень глубоких, ею самой часто необъяснимых импульсов управляют ей практически ежедневно. Итак, 5 элементов проблемы. 5 элементов, которые рано или поздно могут подтолкнуть очень серьезно женщину к измене, особенно если они накапливаются один поверх другого. Первый элемент. У мужчин, к сожалению, к огромному, нет комплексного понимания того, что хочет женщина в постели, и того, куда она хочет, чтобы ее привели, когда дело касается ее интимной жизни. Опять же, с чьей точки зрения любой может сказать: да я знаю, куда она хочет. Более того, я спрашивал ее, и она это подтвердила. К сожалению, это не так. Когда женщины остаются наедине со своими реально близкими подругами, кому они могут доверять, или они приходят ко мне на женскую программу, а мужчин там нет, и там они открываются и дают совершенно другие ответы, нежели чем те, когда партнер ее спрашивает о тех же самых вещах. Многие мужчины привыкли, например, и об этом я неоднократно упоминал в своих видео, переносить, копировать действия из порнофильмов в реальную жизнь и полагают, что их женщина хочет того же самого, что и актрисы в порно. К сожалению, в огромном большинстве случаев они серьезно ошибаются. Живой пример. У меня есть после женского семинара еще практический день. Там девчонки на фалоимитаторах, там группы человек 8, максимум 10, они отрабатывают техникой руками на фалоимитаторах. И в какой-то момент собралась такая очень интересная компания. Там было 2 председательши правления российских банков, 2 жены, не жены одного и того же олигарха, а каких-то 2 олигархов из Екатеринбурга прилетели.
Еще там 2 девчонки было. И вот они сидят, общаются, и в какой-то момент одна из них говорит: слушайте, девчонки, вот честно признаюсь, меня так достала эта история, когда он лупит меня по попе во время секса, я вся в синяках. И у нее спортивный костюм, и она стягивает немножко костюма и показывает у нее все ягодицы в таких желто-синих пятнах. И она никогда ему об этом не скажет. Понимаете, что женщина в огромном числе случаев не скажет правды об интимных вещах ни за что на свете, поскольку помимо ее собственных комплексов, что это ее вина, что это у нее не получается, на кону элементарно ее физическое выживание. Экономика, ваши ресурсы намного важнее любого сексуального наслаждения. Но это не значит, что если она не жалуется, то у вас все в порядке, и у нее нет огромного груза какой-то недосказанности. Второй элемент – недооценка эмоциональной стороны ее внутреннего мира и неумение с этой стороной работать. Возможно, вы сейчас отмахиваетесь. Да ладно, да это все, вот эти все эмоции, знаю я. Вы недооцениваете, насколько это важно. Статистика измен по всему миру говорит о следующем. Номер 1 причина мужских измен по миру – это секс. Не мне вам об этом рассказывать. Но номер 1 причина женских измен по миру – это не секс. Это отсутствие эмоциональной связи с партнером. Иначе говоря, если поймать, схватить ее за руку и спросить, почему, она скажет: ты не давал мне эмоций. Подожди, как же так? Я возил тебя на каникулы, я покупал тебе бриллианты, ни в чем нет отказа. Это не то, что мне нужно было, это не то. Понимаете? Это очень глубокие силы, и женщина в данном случае 2 раза не станет думать, она вообще не будет полагаться на разум, она будет действовать на инстинктах. Поймите, что здесь вовлечены намного более глубинные и мощные механизмы, нежели чем кажется на первый взгляд. И в подавляющем большинстве случаев человек, партнер, никогда не узнает об ее измене, только если она сама захочет из мести, еще из чего-то, чтобы он узнал. Либо он отправляет частного детектива по пятам, который реально ходит и фиксирует каждую минуту ее дня. Все в остальных случаях не заметить. И я это говорю ни в коем случае не для того, чтобы возбудить, раскачать в вас какую-то паранойю, а для того, чтобы вы понимали важность, что необходимо научиться работать с эмоциональной стороной ее женского мира. Элемент 3. Мужчины, к сожалению, не умеют раскрыть свою женщину, когда дело касается постели, не дают ей сексуально реализоваться. Поймите, что женщины поголовно, все, за редчайшим исключением, когда я говорю «все», это означает нормальная психологически здоровая женщина. Женщины поголовно мечтают о том, чтобы рядом с ними оказался мужчина, который бы открыл их сексуально. Почему? Вы думаете, почему они зачитываются 50 оттенками серого, на 50 оттенков серей, на 50 оттенков светлей? По той простой причине, что ведь здесь дело не в том, что они любят БДСМ, что они любят, когда их приковывают, когда их там плетками бьют. Вообще не об этом. Хотя, опять же, если правильно подать, то это элементы доминирования безумно нравятся многим женщинам, особенно в России. Сейчас речь о другом. Дело в концепте. Опять же, мужчины часто, прочитав эту книгу, если вообще снизошли и прочитали, или если сходили в кино и посмотрели, они часто не улавливают тот концепт, который за всем этим стоит. А концепт здесь следующий. В жизни женщины появляется мужчина, который делает для нее все. Я имею в виду, он открывает для нее целый мир. Он ее берет за руку и туда вводит. Понимаете, что любая женщина хочет, чтобы, вот это парадоксальный момент, любая женщина хочет, чтобы ее мужчина ее куда-то привел. Она понятия не имеет, куда, чтобы он привел, и как он, чтобы ее привел, но она безумно хочет, чтобы он ее туда привел. И это его ответственность, чтобы он привел ее туда, куда она не знает, куда она хочет, чтобы она пришла. Запишите вот то, что я только что сказал, запишите. Как это ни странно звучит, прочтите это женщине, она скажет «да». И поймите, что если партнер ее не раскрывает сексуально,
то на очень глубоком уровне, причем независимо от ее воли, она будет искать человека, который это сможет сделать. Следующий, четвертый элемент. Когда отпускают эндорфины, имеется в виду, когда проходят вот эти розовые очки, и в отношениях уровень страсти начинает снижаться, к сожалению, люди не умеют поддержать эту страсть. Либо они поддерживают ее чисто мужскими методами. По официальным праздникам, в день рождения, либо по каким-то официальным поводам, годовщина встречи или каникулы, или после скандала, чтобы искупить или загладить свою вину. И ошибочно полагают, что это абсолютно нормально, но все же кругом так делают. И думают, что это работает. Работает потому, что люди не знают никаких других методов. Опять же, работает в мужском мозгу. У него есть вот эта иллюзия того, что это работает. На самом деле это, к огромному сожалению, не работает. И в большинстве случаев, к сожалению, слишком многих засасывает быт. Они просто ленятся. Они позволяют вот этой рутине взять верх. Кто-то может оправдывать это тем, что у них появились дети, и теперь они жертвуют собой ради будущего. Могут быть любые оправдания. Кстати, еще раз повторю, когда ловят за руку изменившую супругу и говорят: да как ты могла? Я же тебе столько дарил, я тебя всюду возил, я тебя баловал. Это все было не то. А чего ж тебе надо? Чего ж тебе тогда было надо? Уйди, урод, это все было не то. Многие женщины, понимаете, многие женщины вообще считают подарки за норму. Типа, конечно, он все это должен дарить мне и должен это делать. А вот эмоциональную часть, вот это вообще отдельная история. Понимаете, что статистика разводов близится к огромному, к сожалению, к 80%. Измены зашкаливают. Любой профессиональный семейный психолог вам это подтвердит. И задумайтесь, если бы на самом деле подарки и прочие взятки, если я могу их так назвать, реально бы работали, то измен и разводов было бы намного меньше. Итак, когда отпускают эндорфины, еще раз повторю эту ошибку, к сожалению, мужчины не умеют поддержать страсть, либо поддерживают ее сугубо мужскими методами. Следующая проблема. Мужчины общаются со своей партнершей, вообще с женщинами в целом, как будто это мужчина. Особенно со своей женщиной, которую они уже знают намного лучше, и там нет каких-то сдерживающих социальных барьеров. Они общаются с ней как с мужчиной. Очень эмоциональным, согласен, неуравновешенным, согласен, но все-таки мужчиной. Они недооценивают ту гигантскую разницу, которая присутствует между мужским и женским мозгом, которая, кстати, эта разница стала известна ученым очень недавно. Мужчины пропускают, к сожалению, не зная об этом, они пропускают определенные фразы или какие-то свои действия, которые для мужчины самого ничего не значат. Но женщина очень быстро их выхватывает из общего потока, накручивает на них массу значения, ничего, естественно, не сказав об этом мужчине, тут же делает гигантские выводы, а потом идет и изменяет. Причем внутренне она оправдывает это тем, что «а я же увидела вот это или услышала вот это, а другого это и значить не может. Я же с подружками посоветовалась». Хороший пример. У меня недавно была пара. Работал с парой. Сначала с ней, потом с ним, потом свел их, работали вместе. Очень интересный момент. Общение вот на том уровне, о котором я вам только что сказал, отсутствовало полностью. Ну, никто об этом и не говорит. Общения не было. Он в какой-то момент почувствовал, что она отдаляется, что у нее появляются какие-то там свои интересы, у нее появляется свое дело, а она просто-напросто ушла в бизнес. Она не работала, потом она ушла в бизнес и решила его раскачивать. Все это время она считала, что ее мужчина ее поддерживает, что он всячески вкладывается. На самом деле он чувствовал, что теряет, он почувствовал, что начал терять свою жену. И стал, чтобы привлечь ее внимание, опять же, не проговаривая этих болезненных моментов, он стал, чтобы привлечь ее внимание, больше находиться в обществе других женщин. Ей, естественно, разведка, тут же подруги донесли. Она неправильно это синтерпретировала,
Они ей уже объяснили, что происходит. Она ничего не прояснила, в свою очередь начала отдаляться от него. Вот эти вот молчаливые обиды. Он, видя это, еще больше стал проводить время с другими женщинами. Не спать, там не было измены. Это с его стороны была такая молчаливая тактика привлечения к себе внимания. В итоге это длилось все года 3. Это же не просто, там можно написать приключенческий роман об этом. К сожалению, с не очень хорошим концом, потому что она в итоге все-таки ему изменила. Он не смог до нее донести, что ему было нужно, а она неправильно синтерпретировала. В итоге семья оказалась на грани развода. К счастью, у этого рассказа все равно есть счастливый конец, и после того, как там были поставлены определенные точки над «и», люди поняли, о чем это, простили, отпустили и сделали следующий новый старт. Это возможно. Но что если бы к ним бы не попала эта информация, что если бы вот эти вот моменты, которые она считывала, выхватывала из его фраз, из его каких-то действий, он взял телефон, он посмотрел в телефон, он так положил телефон, вот ты так клал телефон, посмотрев на сообщение, как ты обычно не кладешь. Понимаете, насколько тонко женщина эти моменты все подмечает. Опять же, она делает это не потому, что она прошла какую-то суперподготовку, а все это у нее в мозгу есть. Вот эти 5 элементов, о которых я только что вам рассказал, к сожалению, приводят рано или поздно к 2 катастрофическим последствиям. Первое. Это практически стопроцентная гарантия того, что женщина отдаляется от партнера, начинает видеть его все больше и больше как некий ресурс. Иными словами, она начинает все больше и больше его материально использовать. И второе, она по большей части подсознательно и неосознанно начинает искать на стороне то, что ей не додается в интимном и эмоциональном плане. Главные причины того, что происходит теперь, вам известны. Если вы хотите максимально обезопасить себя от этих и многих других ошибок, а также получить доступ к моим лучшим наработкам по сексу и интимной коммуникации, то обратите внимание на материалы новой Академии секса. В ней я поделюсь с вами секретами, позволяющими удержать рядом с вами любую, даже самую опытную и требовательную женщину. И, конечно, вас ждет огромное количество самых разных техник, приемов и фишек секса, а также многое другое. Официальный релиз новой Академии состоится этой осенью. Она будет включать в себя еще больше ценных материалов, а также отменное качество картинки, звука и монтажа. Чтобы получить возможность доступа к ней на самых выгодных условиях, вам необходимо пройти простую бесплатную регистрацию. Прямо под этим видео находится специальная ссылка с текстом «Регистрация в новой Академии секса». Кликните по ней и на открывшейся странице укажите свое имя, адрес электронной почты и нажмите на кнопку «Пройти регистрацию». После этого вы окажетесь в особом приоритетном списке и сможете получить доступ к новой Академии секса с максимально возможной скидкой во время ее релиза уже этой осенью. Кроме того, сразу после регистрации вам будет открыт доступ к специальному секретному видео. Оно содержит в себе первые подробности новой Академии, ее особенности, а также кадры съемок. Чтобы получить все это, пройдите по ссылке ниже прямо сейчас, и мы увидимся с вами буквально через пару секунд в секретном видео. До скорой встречи. Пока.